в то время, когда я переехала, там еще было спокойно, потому что я приехала 22 октября 2011 года, а, собственно, первый теракт в Дамаске случился 24 декабря. То есть не было того, что есть сейчас. То есть когда говорят, ой, поехала, ну там же уже было. Да не было там все было абсолютно спокойно. И мы, собственно, о том и рассказывали, что в стране спокойная, та картинка, которая идет на Запад, ее нет, мы ходим по улицам, мы этого не видим. Вот, и мы, значит, работали. И скажем так, в октябре я вернулась, еще, получается, в сентябре я прилетела в Дамаск. 26 сентября я сняла ролик о событиях на площади Амиядов, когда был захвачен Генштаб. После этого я поехала в Тартус, я была приглашена на чтение лекции, то есть, в принципе, я могу, когда говорят, что я там, оказывается, я там воевала, да, и там последняя редакция 66 человек убила, сначала 19 было. 99. Уже, вот. Количество растет это, 3 портсигара серебряных. Хорошо. Вот, и, значит, то есть у меня есть, конкретно есть у меня, видео, да, там показывали по новостям, что я читала лекцию о роли сирийской армии, там, вот, значит, и показывала видео там. Вот после этого, значит, я была вынуждена поехать в Дамаск, у меня там, значит, были проблемы. То есть у меня в Дамаске возникли некие проблемы, искусственно созданные, и я поехала в Тартус на неделю позже, чем собиралась. И наложилась эта поездка, наложилась на приезд съемочной группы наших коллег из НТВ, то есть звонит Фифилов, говорит, приезжай срочно, ты мне нужна там на 15 дней. Вот. И, собственно, все начинают отговаривать, говорить, вот, знаешь, тут у нас во второй половине дня как-то нехорошо, не надо ехать. То есть мне даже машину искали часа 2, такси. Вот. Но надо ехать, люди ждут, надо там лететь в Алеппо, они собирались там снимать этот обстрел, якобы имевший место с сирийской территории, якобы сирийская армия Турцию обстреляла. Вот. Ну, сажусь в такси, вот, еду. Где-то отъезжаем, наверное, причем, вот знаете, когда вот там тот же вот Матузов, еще кто-то говорит, вот дурная поехала, чего она там, ну знаете, я в Хомс, да, вот я его спросила, я говорю, я в Хомсе была 23 раза, а вы сколько? Вы мне будете рассказывать о том, что там происходит? Я говорю, ну тогда скажите о том, что я вот идиотка, ездила там, съемочные группы возила до этого. То есть там нормально. И в чем еще проблема? Проблема в том, что у нас, к сожалению, Министерство информации Сирии крайне непрофессиональное. Я это говорила, буду говорить. Я надеюсь, что я дойду до президента Сирии, я это скажу. Потому что невозможно узнать из, скажем, новостных выпусков, что вот этот район стал опасен, там опять кого-то украли. То есть мы живем, мы думаем, что бандиты как-то так достаточно блокированы, а вот, как оказалось, они могут вылезать на дорогу, воровать людей. Причем воруют они их там постоянно. И там же, в том же районе, где, собственно, со мной все случилось, где меня держали, были вот эти вот 2 российских инженера и итальянец. Причем я думаю, что у тех же бандитов, но просто в каком-то другом месте держали. Вот. И получается, что в чем проблема? В том, что не идет эта информация. То есть Джазира врет откровенно, то есть западные каналы врут, а эти показывают полуправду. То есть информацию о том, что вот тут стало плохо, тут армия там какое-то там потерпела поражение, тут бандиты, мы этого не получаем, к сожалению. То есть поэтому спокойно абсолютно сели в машину и поехали. А потом получается, что людей выкупают за деньги, деньги куда идут? На вооружение. То есть что получается, Министерство информации Сирии вооружает бандитов, один из источников финансирования. Мне сегодня написали в Фейсбуке, что украли, значит, человека, требуют $200 тысяч. Это один из, то есть сейчас последняя информация, что по одному только Дамаску порядка 7 тысяч похищенных. Это только Дамаск, только за последнее время. То есть, а по всей стране что творится? То есть это бизнес на торговле жизнью людей. Вот. И, в общем, мы отъехали. Где-то, наверное, мы подобрали попутчика по дороге, потому что он тоже не мог, парень, найти машину. Спросил, вы в Дамаск? Мы сказали, да, ну садись с нами, подвезем. Отъехали километров 10-15, наверное. И увидели какое-то шевеление на дороге, то есть какая-то вот, что-то там происходило. Но поскольку бандиты были одеты в форму регулярной сирийской армии, мы даже не подумали о том, чтобы сдать назад. То есть, может быть, мы могли бы убежать, если бы поняли, что это бандиты. Поэтому, опять же, я почему на этом заостряю внимание, когда говорят, ну как же, там же армия убивает мирных людей. Это не армия, это ряженые. То есть, я говорю, знаменитый эпизод фильма «Государственная граница», да, когда эти приходили поляки, переодетые в форму сирийской армии, совершали преступления. Вот.
Значит, нас остановили, значит, там пытался водитель как-то убежать, они там его, этого попутчика нашего, поймали, утрамбовали в багажник. Рядом со мной один сел, лет 19, наверное, бандит, и сзади еще один. Вот. И куда-то нас вот полями, огородами куда-то повезли вглубь поселки. Привезли, ну там как бы сначала в одно место привезли, то есть там явная какая-то Аль-Каида была, мне потом сами бандиты говорили, как ты от них целая ушла. Ну, я, наглость, второе счастье, я сказала, ребята, мне сказали, что я приеду, я у вас тут кофе попью, где моя чашечка? То есть пока они делали кофе, пришли другие бандиты, и как бы какие-то страшные действия против меня они просто не успели сделать. Меня забрал начальник так называемого там службы безопасности вот этих вот бандитов этого района. У него там пещера такая под землей есть, он сам себя прячет. И я там провела 2,5 суток. Меня в конце первого дня, они там с кем-то созвонились, сказали, что тебя затребовал глава генштаба нашего. Вот. 2 дня прошло, я так теперь уже понимаю, что это было связано с тем, что вот этот вот глава генштаба менял квартиру, переезжал на другую квартиру, чтобы меня уже в новую привезти. И вот ночью меня там в 3 часа ночи повезли на бронированном, значит, автомобиле, на джипе, там, опустив окна, чтобы не бликовали, потому что рядом была армия, нас могли увидеть. Вот. И вот меня в этот Кусейр привезли. Вот. Ну, там меня, вот, собственно, вот эта вот идея сказать, что я какая-то шпионка, что я мифическим российским офицером переводила, она, собственно, вот сначала сама была, но я им тогда объяснила, говорю, ребята, вы как бы вот эту вот глупость сморозите, ну, ничего хорошего не будет. И я считала, по-моему, 19 дней прошло с того момента, как они снова вернулись к этой идее и заставили меня вот для Джазиры это самооговором заниматься. Вот. Ну, как бы, в принципе, о том, что там конкретно происходило, вы можете почитать. Я сейчас публикую частями мой дневник, который я оттуда вынесла. Это будет книжка. И вот, кстати, мы эту книжку, наверное, будем всем журналистам, желающим, раздавать абсолютно бесплатно. Записывается видеообращение, что я такая-такая-то, я там еще убила там 999 человек. Вот, но, значит, добрые бандиты меня отпускают. Встретимся на свободе. После этого, естественно, я убираюсь. Показывается это видео, и, естественно, потом с такими потом комментариями, что вот мы это показали по Джазире, мы ее отпустили, она же сама сказала, что мы ее отпустили. Вот, а кровавые руки сирийского режима ей отомстили. Ну, понятный абсолютно сценарий, да, то есть ничего нового. Так сказать, несмотря на все обещания того, что меня там оставят в живых, то есть, ну, денег не платят, маленькие деньги, понятно, как бы они ни туда, ни сюда, больших никто не даст. Ну, лучше устроить такую провокацию. Вот. И как бы я поняла, что, в принципе, дела пахнут нафталином. Вот. И что надо попробовать что-то так как-то сделать и куда-то уйти. Причем ситуация как бы осложнялась. Вот я тоже вот в Киеве об этом говорила, здесь скажу. То есть, знаете, вот, наверное, вот кто верующий, кто неверующий, да, то есть, ну вот, скажем так, что когда вот каким-то высшим силам надо, чтобы человек перепрыгнул на другой уровень, начинается закрывание дверей. То есть создается ситуация, в которой человек уже чувствует себя неуютно, уже находиться невозможно, надо решаться на какой-то шаг. Ну, там был ряд событий, у меня возникло такое вот ощущение, что надо выходить. Причем, значит, рядом, я тоже в дневнике записала, значит, рядом дом, собственно, был этого Омара, и там чувствовалось усиление мер безопасности, которых не было. То есть мы находимся в глубине, да, то есть это глубина этого анклава, армии там нет, но человек ставит какие-то посты на ночь и днем у ворот, он закрывает ворота, которые раньше были открыты, то есть машина просто так не проедет, только там несколько машин, нескольких определенных людей могли выезжать. Я написала: Омар, кого ты боишься? То есть рядом, около нашего дома, вдруг возник какой-то пост. А мало ли было усиление. То есть если выходить, да, то есть надо выходить, чтобы там как можно меньше было возможности на что-то нарваться. И вот как бы было понятно, что надо выходить, потому что потом, может быть, еще более усиленные меры безопасности. И вот, собственно, несколько дней это все готовилось, изучалось, как там люди, когда просыпаются, куда примерно можно идти, потому что куда идти я не представляла себе. То есть, понятно, армия стреляет с севера, ну ладно, пойду на север, наверное, они там. Вот. Дорога в итоге, в общем, я когда вышла, значит, один охранник спал, значит, второй пошел охранять дом Омара и сидел, пил чай. То есть я, честно говорю, я прошла в метре от вот этого поста, то есть они внутри дома сидят, тут ворота, тут дорожка, по ней иду я. Вот, если бы они открыли ворота, они бы меня увидели. Вот, и я аккуратно открыла дверь,
вещи были приготовлены, то есть я быстро там эту юбку одела, там сняла там шелестящие какие-то штаны у меня были от спортивного костюма, чтобы меня не было слышно, когда я буду выходить. Взяла сумку, взяла большую такую емкость под молоко, то есть издалека кто-то посмотрит, вот тетка за молоком пошла. То есть ни у кого не возникнет мысли подойти поближе и посмотреть, а кто это. Вот. Причем как бы чужих людей в районе много, потому что после вот этих военных операций в южных пригородах Хомса, в южных районах Хомса, много людей туда переехало. То есть, ну, какая-то вот неизвестная нам, да, личность, ну, наверное, она тут у кого-то живет, и раз она тут за молоком ходит. Вот. И я пошла. То есть вышла. Пошла по дороге, то есть все говорят, ой, как ты там быстро ходишь. Ну, вы можете, я могу вам показать, как я хожу, я всегда быстро ходила. Вот. Я потом уже посчитала, вот меня там многие начинают упрекать, ой, ты сказала 15 километров. Я Саше Коцу сказала по телефону, что я прошла не менее 10, наверное, километров, может быть, все 15. То есть как-то измерить, ну, как я это могу сделать, тем более, что в Сирии сервисы Гугла закрыты. То есть измерить расстояние можно было только в Москве. В Москве мы померили, это порядка 9 километров. Я пошла на север, в итоге как бы дорога меня привела на юго-запад. В принципе, вы можете посмотреть по Гуглу, то есть там практически ни поселений никаких нет, там никаких постов не было, то есть ну, вот поля. Вот где-то я шла через поля, там пробиралась, в основном шла по асфальтированной нормальной дороге. Вот. И, значит, план был такой, то есть просто перепрятаться. То есть я понимала, что выйти как-то сразу нельзя, потому что ну, там же какие-то идут бои, да, то есть там эта сторона, та сторона, меня же увидят. То есть была просто такая идея о том, чтобы перепрятаться, кого-нибудь попросить меня спрятать у себя дома, дать мне телефон. И я, в принципе, была нацелена на то, что я у этих людей несколько месяцев проживу. То есть пока там либо армия придет, либо еще чего-то. Вот так вот. Ну, получилось так, что все даже лучше получилось, что те люди, которых я встретила, то есть меня там дядьки такие поймали, а ты тут что делаешь? То есть они меня испугались, а я их. Потому что они думали, что я какая-то шпионка с той стороны, вот, а я думала, что они это, тоже бандиты. Суть в том, что, во-первых, как бы непонятно с кем разговаривать, потому что уполномочили каких-то, как все сказали, клоунов, потому что это просто, там, когда на Маидине там, ведущий говорит, ну как же, она же женщина, вам не стыдно? Нет, нет, ее убить надо. То есть вот так вот было. Такие вот разговоры велись, причем муж их там уже троллил под конец, говорит, вы ее хотите убить, а чем вы лучше режима, который вы обвиняете в том, что он всех убивает. То есть он вот так вот уже с ними там под конец разговаривал. Вот. Значит, разговаривать не с кем. Где я, никто не знает, потому что меня, даже те, кто жили там в соседних домах, они не знали, что я там нахожусь. Потому что к окну не подходи. Когда к нам кто-то приходил чужой, я просто уходила в свою комнату тихо, как мышь там сидела. Вот. То есть даже члены вот этой же самой группировки, да, они не знали, что кто-то в этом доме живет, кроме охранников. То есть найти было невозможно. Потому что как бы все засланные шпионы, там и деньги обещали за любую информацию. Ну вот сидит человек в доме, да, и вот нету его. Вот, то есть какой-то, когда говорит спецоперация, ну нельзя, потому что, во-первых, переложили бы кучу людей, это действительно это центр этого вот анклава, то есть это было невозможно. То есть силовая операция невозможна, какие-то переговоры, да, ну 50 миллионов просят, спустились до 2. Вот. Ну, я говорю, я лично была бы очень против того, чтобы платились какие-то вот такие деньги большие. Потому что понятно, что эти деньги эти шли бы на закупку оружия, на убийство людей. То есть, ну, свою жизнь выкупать ценой чужих смертей, знаете, лучше я погибну, наверное. Тем более, что тогда все скажут, все журналисты напишут «убили женщину». Правильно? То есть это, ну, продолжение моей работы, собственно, будет. Рассказ о том, что там реально происходит. Вот. То есть освободить меня как-то вот так было невозможно. То есть действительно я должна либо была сама уйти и куда-то дойти и уже потом связаться уже с кем-то, ну, либо ничего.